Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать не только нежнейший красивый мотив, но и узнаем метод присоединения через пико наших мотивов. Узнаем, как создать нежное красивое полотно из таких мотивов. Крючок 1,4. Можно использовать остаточки пряжи разных цветов. Я использую пряжу 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Присоединяйтесь. Вяжется просто, смотрится великолепно. Начинаем выполнение нашего мотива с 8 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Первый ряд у меня будет столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют один столбик с накидом. И далее в колечко я выполняю очень внимательно 17 столбиков с накидом. При этом я буду ввязывать нить. Видите, вот остаток нити. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, пока наших столбиков не будет 17. Я выполнила 17 столбиков с накидом. И напоминаю, 18 столбик я заменила 3 воздушными петелечками подъема. Далее ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и завершаю выполнение моего ряда. И теперь могу приступить к выполнению моих таких лепесточков, сегментов. Первый сегмент у меня будет необычный, а далее будет идти повторение. Я начинаю выполнение с 1 воздушной петли подъема, хорошо подтягиваю. И в эту же петлю ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Выполнили. Далее, очень внимательно, я выполняю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. Далее, очень внимательно выполняю еще 4 воздушные петелечки. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок. И теперь смотрите, ввожу крючок 1, 2, 3, 4 в 5-ю воздушную петлю. И выполняю столбик с 1 накидом. Далее 9 столбиков, прошу прощения, всего я должна выполнить 18 столбиков с 1 накидом. Первый столбик у меня готов. Остальные 17 я буду выполнять под воздушную цепочку. Как я это делаю? Накид на крючок. Напоминаю, всего у меня должно получиться 18 столбиков с 1 накидом. Первый готов, и далее вот я таким образом продолжаю. Это будет только в первом лепестке. Второй столбик. Третий. Четвертый. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 столбик. Напоминаю, с одним накидом. Далее я остановлюсь, и теперь смотрите, я аккуратненько вот таким образом беру их и подтягиваю. Вот видите? И продолжаю. 14, 15, 16, 17 и последний 18 столбик с одним накидом. Вот таким образом мы с вами выполнили все наши столбики. Далее очень внимательно я ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Вот оно мне немножко затянулось, но мы сейчас с вами введем крючок. Вот видите, и выполняю столбик без накида. И мы продолжим. Далее я работу разворачиваю. И теперь очень внимательно буду выполнять столбики без накида за вершинку столбиков с одним накидом, но при этом буду захватываться за дальнюю полупетлю. То есть вот таким образом, видите? И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видите, да, за дальние полупетли провязываем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбиков без накида. Далее очень внимательно. 19 столбик без накида у нас будет за полупетлю нашей воздушной петелечки подъема. Вот таким образом. То есть мы с вами выполняем 19 столбиков без накида. Далее я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому и работу разворачиваю. И опять буду работать за дальние полупетли. Я ввожу крючок, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика, захватываюсь и выполняю столбик без накида с пикой из 3 воздушных. Выполняю 1, 2, 3, ввожу крючок в вершинку и выполняю соединительную. Столбик без накида с пико готов. Далее мы продолжаем с вами. Мы выполняем еще один столбик без накида. Это у нас второй, это третий и это четвертый. И опять над четвертым столбиком без накида я выполняю пико из 3 воздушных. Видим. Далее у нас расстояние между пико будет немножко больше. Как мы это делаем? Я теперь выполняю 1, 2, 3, 4 и над четвертым столбиком пико. 1, 2, 3. Опять 1, 2, 3, 4 и над четвертым столбиком пико. И еще раз 1, 2,
3, 4. И над 4-м столбиком пико. Давайте посмотрим. Вот такая обвязочка у нас с вами красивая получается. И далее я выполняю 3 столбика без накида. Очень внимательно. 1, 2 и 3. Выполнили. Теперь смотрите очень внимательно. Вот наша провязанная вершинка. Мы пропускаем одну вершинку, в следующую вершинку вводим крючок и выполняем столбик без накида. И можем приступить к выполнению следующего лепесточка. И мы приступаем к выполнению следующего лепестка. И уже у нас лепесточки будут повторяться. То есть точно такие же будем выполнять и далее. Я выполняю арочку из 10 воздушных. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнила арочку из 10 воздушных. Работу разворачиваю. Пропускаю одно пико. Мы будем по пико ориентироваться. И в следующее пико прямо в центр. Вот таким образом ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Видите? Далее я выполняю 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. И работу разворачиваю. Далее накид на крючок. И под арку я выполняю 18 столбиков с одним накидом. Все столбики выполняем под арку. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Напоминаю, мы с вами выполнили 18 столбиков с одним накидом. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю столбик без накида. Мы продолжаем нашу работу. Я переворачиваю и начинаю выполнять столбики без накида за дальнюю полупетлю. Напоминаю, мы всего выполняем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Мы должны их выполнить 18. И последний 19 столбик я выполню вместе с вами. За дальнюю полупетлю все провязываем. Мы с вами выполнили 18 столбиков без накида за дальнюю полупетлю. И 19 столбик я выполняю за дальнюю полупетлю, мою третью воздушную петелечку подъема. Выполнили. Далее я приступаю к выполнению следующего ряда, ряда с пико. Выполняется он точно так же, как и в этом лепестке. Что я делаю? Воздушная, подтягиваю и работу разворачиваю. Ввожу крючок в первую вершинку, выполняю столбик без накида с пико. Выполнили. Это первый столбик.
Далее считаем второй столбик, третий и четвертый опять будет у меня с пико. Выполнили. И далее мы выполняем все точно так же, как в нашем предыдущем с вами лепестке. Раз, два, три, четыре и пико. Я буду немножко быстрее выполнять, мы здесь все повторяем. Раз, два, три, четыре и пико. И далее раз, два, три, четыре и пико. Выполнили. Далее я выполняю 3 столбика без накида за дальнюю полупетлю и завершаю выполнение лепестка очень внимательно. Смотрите, я пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок, столбик без накида. И могу приступить к выполнению следующего лепестка. Следующий лепесток у меня вяжется точно так же, как и мой второй лепесток. Я начну выполнение, вы далее продолжите самостоятельно. Арочка из 10, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Работу разворачиваю, пропускаю одно пико, следующее пико ввожу крючок, столбик без накида. Далее 3 воздушные, работу разворачиваю, выполняю столбики с накидом под мою арочку. И выполняю все точно так же, как в моем лепестке. Так мы с вами будем выполнять 5 лепестков еще. И обращаю ваше внимание, что 5-й лепесток я буду выполнять неполный. Далее посмотрим, как я это выполняю. Мы с вами выполнили наши сегменты или лепесточки нашего мотива. Помните, мы говорили, что всего должно быть 6 таких сегментов. У нас 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й выполнен не полностью. Будем ориентироваться по пико. Смотрите, я выполнила 3 пико. 1, 2, 3. Вот полностью выполнила 3-е пико над столбиком без накида. И продолжаю нашу работу. Буду выполнять вот это 4-е пико и за счет выполнения этого пико присоединю наш лепесточек. Давайте посмотрим, как мы будем с вами это выполнять. Я продолжаю работу точно так же, как мы выполняли с вами все наши лепестки. То есть за дальнюю полупетлю я провязываю 1, 2, 3 и 4-й столбик. Над 4-м столбиком мы выполняем пико из 3 воздушных. Я выполняю одну воздушную и вторую воздушную петлю я заменю столбиком без накида. И при этом я буду присоединять к моему лепестку. Смотрите, у нас с вами лепесточек и вот наши петелечки подъема. Здесь очень важно понимать, что вот петля подъема, точнее она даже петля цепочки. Хочу сразу вот ее показать. Видите, вот она идет сразу после петли, где мы провязывали с вами столбик. Я ввожу в нее крючок вот таким образом. Видите? И выполняю столбик без накида. Далее воздушная. И я завершаю выполнение пико. Ввожу крючок в вершинку столбика. Выполняю
соединительную. И давайте я выполню 4 столбика без накида и покажу, что у меня получилось. 1, 2, 3, 4. Далее пико из 3 воздушных. Ну, точно так же, да, как мы выполняли в наших лепесточках. Далее 3 столбика без накида за дальнюю полупетлю. 1, 2, 3. И теперь завершаю выполнение мотива. Я ввожу крючок, вот видите, столбик без накида, самый первый, который мы выполнили. Выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Далее воздушную ниточку можно обрезать. И смотрим, что у нас получилось. Видите, вот мы с вами выполнили наше присоединение. Оно абсолютно ничем не отличается по внешнему виду от других наших лепесточков, присоединений. И вот такой красивый и нежный мотив у нас получится. Нам остается с вами обрезать нить и убрать ее по изнаночной стороне. И прежде чем продолжить, хочу вам показать, я выполнила несколько мотивов и соединила последним рядом вязания за счет пико. Смотрите, вот выполняется за счет 3 пико на одном сегменте, на другом сегменте. Видите, то есть для того, чтобы нам выполнить присоединение, нам именно эти сегментики надо уже выполнять и присоединять к самому полотну. Я выполнила незавершенный мотив, и мы сейчас с вами, то есть здесь можно присоединять буквально в любом месте. Вот я буду присоединять здесь. То есть что мы с вами будем делать? Я не выполнила еще только один ряд моего сегмента, и за счет выполнения я начну присоединяться через пико. Мы с вами приступаем к выполнению ряда с пико. Я выполняю одну воздушную петелечку в начале ряда. Все, как мы выполняли в наших предыдущих сегментиках. Работу разворачиваю. Далее очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку первого столбика, выполняю столбик без накида. За дальнюю полупетлю мы работаем, помним, да? Далее я выполняю одну воздушную петлю и вторую воздушную петлю я буду заменять на столбик без накида. Смотрите, вот я таким образом ложу мой цветочек. И теперь смотрите, присоединяться буду к этому пику. Вот у нас всего будет 3 присоединения. 1, 2, 3. Как я это делаю? Вам будет, конечно, гораздо удобнее, потому что вы это в руках будете делать. Чтобы вам было хорошо видно, делаю вот таким образом. Смотрите, обязательно с изнаночной стороны я ввожу крючок прямо в центр пико и выполняю столбик без накида. И хорошо подтягиваю. Видите? Далее воздушная. И давайте вот я сделаю вот таким образом, чтобы нам просто удобно было. Нам нужна изнаночная сторона нашего мотива. Мы будем видеть наше соединение, но работать так удобнее. И я ввожу крючок в вершинку, завершаю выполнение пико, то есть выполняю соединительную. Вот смотрите, первое присоединение за счет пико, за счет столбика без накида готово. Далее мы с вами выполняем все по нашему узору. То есть вот первый столбик готов, далее я выполняю второй столбик, третий,
и 4. И над 4 опять у нас с вами пико. Как мы это делаем? Воздушная. И опять же я ввожу крючок во второе пико с изнаночной стороны. Видите? И выполняю столбик без накида. Принцип один и тот же. Главное понять его. Далее воздушная. И я возвращаюсь к выполнению нашего пико. Ввожу крючок, соединительная. Выполнили. И вот смотрите, уже 2 соединения у нас с вами готово. Далее мы продолжаем. Я далее выполняю 1, 2, 3, 4. Опять же над 4 столбиком пико воздушная. Следующую воздушную я заменяю на столбик без накида. Это у меня последнее, 3 пико. Я ввожу крючок прямо в центр. Вот видите, с изнаночной стороны. И выполняю столбик без накида. Воздушная. И ввожу крючок, завершаю выполнение моего пико. Выполнили. Далее мы с вами, вот смотрите, у нас уже соединение наше готово. И далее мы продолжаем выполнять наш лепесток. 1, 2, 3, 4. И пико из 3 воздушных. Далее опять 1, 2, уберем полотно, опять же, чтобы нам не мешало. 2, 3, 4 и пико из 3 воздушных. И далее по узору, помним, да, мы выполняем просто 3 столбика без накида. Все столбики, напоминаю, за дальние полупетли выполняем. Выполнили. Далее мы с вами пропускаем вершинку, в следующую ввожу крючок, столбик без накида. И далее мы продолжим выполнять. Давайте, ниточка расслоилась, я повторю. Выполнение, столбик без накида. У нас будет арочка из 10 в пико. И будет следующий лепесток. Теперь я аккуратненько положу и покажу, что у меня получилось. Вот наше присоединение. Видите? И далее мы с вами будем формировать точно таким же образом следующий лепесток. И будем присоединяться к нашим вот этим 3 пико. Выполните вы присоединение самостоятельно. И мы посмотрим, что у вас и у меня получилось. Дорогие друзья, мы с вами выполнили наше присоединение. Я убрала нить по изнаночной стороне. И вот такие красивые мотивы у нас с вами получились. В дальнейшем вы можете за счет такого присоединения через пико создать великолепное полотно из мотивов. Можно сделать салфеточку, да, присоединить еще 2 мотива, и у вас получится нежная салфеточка. Можно использовать остаточки пряжи и выполнить полотно, допустим, из мотивов вот в 2 ряда. Все зависит от вашего желания, где вы в дальнейшем будете использовать эти мотивы. И вот такая нежность и красота у нас с вами будет получаться. До новых встреч, творческих вам успехов и огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.